Когда речь заходит об американских тяжелых грузовиках, мозг рисует картинку огромного сияющего хромом десятиколесного трака со спальником размером с табачный ларек и обязательно с непомерным капотом, который венчает массивная фальш-радиаторная решетка. Именно такими мы привыкли видеть эти машины на киноэкранах, в журналах, а также во всевозможных документальных передачах о жизни США. Однако капотные грузовики далеко не всегда были королями грузоперевозок нового света. На протяжении 2 десятилетий в тренде были их бескапотные коллеги. И сегодня речь пойдет об одном из ярчайших представителей этой породы – International Harvester Transstar. Но перед тем, как мы непосредственно перейдем к герою нашего повествования, стоит в 2 словах коснуться самого термина COE Truck, что означает Cab Over Engine, то есть кабина над двигателем. Такие машины существовали с самого начала, фактически с того момента, как на свет появились сами грузовики. Однако пик их популярности в Штатах пришелся на 2 коротких десятилетия. Дело в том, что в соответствии с законодательством, действовавшим с 56 по 76 год, длина автопоезда была ограничена 65 футами. В такой ситуации производители быстро смекнули, что длину кабины необходимо сократить в пользу длины полуприцепа, потому что под капот груз не упакуешь, а вот дополнительный объем фуры будет вовсе не лишним. Так, капотные грузовики остались уделом узкой прослойки энтузиастов, а рынок захватила техника, где салон находился над двигателем, который привычно располагался над передней осью. Несмотря на очевидное преимущество в обзорности и маневренности, бескапотная компоновка оказалась менее комфортной, более проблемной с точки зрения ремонтопригодности и гораздо менее безопасной. Водители повсеместно называли капот не иначе как 6 футами жизни. Поэтому, когда ограничения на общую длину автопоезда были сняты, практически все, и крупные, и малые игроки в индустрии, безо всяких сожалений, начали пересаживаться на капотные машины, которые за океаном именуют не иначе как conventional trucks, то есть обычные грузовики. На этом введение в курс дела окончено, и переходим непосредственно к теме ролика. История компании International Harvester уходит корнями в первую половину 19 века, когда Сайрус Маккормик изобрел запряженную лошадьми жатку. А к середине века 20-го компания International Harvester превратилась в мощнейший конгломерат, занимающийся производством едва ли не всех возможных типов сельскохозяйственной техники, а также тяжелых грузовиков. Прибыль в этот период текла рекой. Компания с уверенностью смотрела в будущее и уже в 1953 году замахнулась на пассажирский сегмент, представив модель Travelall, которая сегодня считается первым настоящим SUV. Про него уже был выпуск на нашем канале, там же я более подробно рассказывал и об истории компании, поэтому не буду повторяться. Представители бескапотной серии тяжелых грузовиков International Harvester в 40-50-х годах заработали репутацию надежной, неприхотливой и крайне выносливой техники. Как и многие другие кэбоверы той эпохи, эти интеры все же имели некое подобие капота, из-за характерной округлой формы которого они получили прозвище Snub Nose, то есть курносый. Со временем индустрия грузоперевозок менялась. По мере расширения сети автомагистралей федерального значения неумолимо росла и протяженность маршрутов, на которые могли выходить дальнобойщики. В связи с этим возникла и потребность в более просторных, комфортабельных салонах, а также в силовых агрегатах и элементах шасси, способных без ущерба для надежности выдерживать возросшие нагрузки. И, естественно, это наложило свой отпечаток на подходы к конструированию большегрузов 8 класса. В начале 60-х новейшая бескапотная модель DCOF 405 Emeryville с куда более традиционным для кэбоверов дизайном на протяжении 4 лет оставалась самым продаваемым тяжелым грузовиком на рынке США. Почему Emeryville? Потому что город Эмерivиль, штат Калифорния, был местом, где компания производила в те времена свои грузовики. В общем-то, Эмеривиллями тогда называли все тяжелые тягачи International, выпускавшиеся в этом городе, в том числе и капотные. А в 65-м появился обновленный тягач CO4000, в основе которого лежала проверенная годами и миллионами пройденных миль конструкция предшественника. Новейший CO4000 отличался в первую очередь более просторной и широкой кабиной. Она была выше, чем у 405-го, да и выглядела более современно на тот момент.
Переднюю часть кабины венчала трапециевидная фальш-решетка радиатора со множеством хромированных акцентов, являющаяся характерной и узнаваемой деталью кэбоверов International. Однако не лишним будет отметить, что когда мы говорим о более просторной кабине на новом CO4000, мы все еще подразумеваем машины, про которые современники шутили. Мой отец столько времени провел за рулем этих тягачей, что у него до сих пор ноют колени. Это сегодня американские траки являются признанным эталоном комфорта в своем сегменте, однако таковыми они стали далеко не сразу. Название TrendStar впервые появилось на машинах серии CO4000 в 1968. Тогда же его начали применять и на капотных тягачах 400-й серии. В том году стандартным двигателем был турбированный дизельный V8 с индексом DVT-573 собственной разработки. И это весьма примечательный момент, так как очень и очень немногие производители грузовиков 8 класса заморачивались с созданием своих уникальных силовых установок, предпочитая продукцию так называемой большой дизельной тройки – Caterpillar, Cummins и Detroit. Впрочем, опционально на International'ах предлагались моторы от Cummins на пару с Detroit дизель. Широкий выбор двигателей для конкретной модели и ограниченное число их производителей – весьма выгодные аспекты в сегменте коммерческого транспорта, так как фирма может держать широкий парк разнообразной техники при условии, что агрегатная база у них будет идентичной. А это, в свою очередь, повышает ремонтопригодность и снижает затраты на обучение персонала. В International Harvester пошли своим путем, но отказываться от опциональных дизелей основных производителей все-таки не стали. Возвращаясь к комфорту, стоит отметить, что пневмоподвеска в те годы была недоступна, а расположение водительского места прямо над передней осью также не добавляло комфорта во время езды. На высоких оборотах шум двигателя был весьма сильным, а зимой, как и у всех бескапотников, в кабине было довольно прохладно. Так или иначе, но заинтересованная общественность приняла TrendStar очень тепло, благодаря дизайну, внутреннему оснащению и маневренности. Но, как вспоминают водители тех времен, в TrendStar ты не почувствуешь неровность один раз, ты почувствуешь ее трижды. И да, они были громкими внутри. Но несмотря на все недостатки, International TrendStar стал полноценным хитом. И в 70-м году боссы International решили отщипнуть кусок популярности модели в пользу двух новых – Super TrendStar и Unistar. Полноприводный Unistar особого отклика среди целевой аудитории не нашел и продержался на конвейере лишь до 1972 года. Зато Super TrendStar, оснащенный 12-цилиндровым мотором 12V71 от Detroit Diesel, развивавшим в турбированном варианте вплоть до 525 сил, был действительно востребован там, где дополнительная мощность лишней никогда не бывает. Могучий 14-литровый дизель вкупе с усиленной трансмиссией и мостами позволял тянуть грузы весом вплоть до 65 тонн. Безусловно, такой heavy-duty трак никогда не будет бить рекорды продаж, но своего потребителя подобное предложение всегда найдет. В 1974-м вышло второе поколение модели, обозначенное как TrendStar 2. Визуально старый и новый грузовики выглядели практически идентично. Основные изменения коснулись силовых установок, которые в соответствии с тенденциями на рынке становились объемнее и мощнее. Для этого потребовалось основательно перекроить моторный отсек, при этом максимально сохранив пространство в салоне. В качестве силовой установки предлагались стандартный турбированный V8 собственного производства с индексом V800, 12-литровый V8 от Detroit Diesel вместо 14-литрового V12, 6-цилиндровый Caterpillar и несколько вариантов от Cummins, включая монструозный 6-цилиндровый турбодизель KT450 объемом в 18,8 литра. Вдумайтесь только, объем каждого цилиндра был больше 3 литров. Просто представьте себе 3-литровую банку, и размеры этого агрегата гарантированно шокируют. KT450 и по сей день остается одним из самых больших дизелей, когда-либо устанавливавшихся на дорожные автомобили. Базовая отдача у этого исполина была невелика, всего 450 лошадиных сил. Однако широчайший простор для тюнинга позволял вытащить из этого куска чугуна массой в 1,5 тонны все лошадиные силы в округе. А крутящего момента там и так было в избытке, уж будьте уверены.
Как уже было сказано, изменения в законодательстве 1976 года ознаменовали закат эры бескапотных тягачей в Соединенных Штатах. Да, кэбоверы по-прежнему производились и покупались. Они трудились на стройплощадках в формате региональных перевозок или же в качестве спецтехники. В этих сферах с ними было сложно конкурировать в силу преимуществ в маневренности. Но королями автострад вновь стали капотные тягачи, которые обладали более плавным ходом в силу большей колесной базы, позволяли увеличить объем спальника до размеров небольшой квартиры и гарантировали водителю те самые 6 футов жизни. Официально производство Trendstar второй генерации завершилось в 1981 году. На смену ему пришла серия CO9000, отличавшаяся плоским полом в кабине, что позволяло хоть как-то конкурировать с грузовиками капотной компоновки. В Соединенных Штатах кэбоверы International серии 9000 пережили 2 поколения. Их окончательно сняли с производства лишь в 1998 году. Однако в Новой Зеландии до сих пор выпускают бескапотные тягачи International 9870, в том числе со слиперами типа Skyroof длиной в 2 метра 28 сантиметров. Эти машины имеют ярко выраженный ретро-дизайн и оснащаются только 15-литровыми дизелями от Cummins мощностью от 485 до 615 лошадиных сил. В последнем случае крутящий момент составляет 2280 ньютон-метров. Казалось бы, бескапотная техника в США давно стала частью истории. Но самое удивительное то, что ценителей этих вынужденных в рамках законодательства мер с каждым годом становится все больше и больше. Бескапотные грузовики регулярно берут призы на всевозможных мероприятиях разного масштаба. Из них строят ультрамощные болиды для гонок Big Rig Pulling, а стоимость живых экземпляров, максимально близких к оригиналу на глубоко вторичном рынке, растет из года в год. Ну а если сравнивать International Trendstar с конкурентами, то приведем, так сказать, квинтэссенцию мнений тех, кому довелось поработать за баранкой бескапотных грузовиков того времени. У Kenworth спальник был достаточного объема, чтобы с утра твои суставы не сказали тебе «до свидания». Peterbilt был воплощением люкса. В кабине Freightliner было холоднее, чем на Северном полюсе, даже с выкрученной до упора печкой. Ford явно переборщил с мягкостью пневмоподвески. Иногда складывалось ощущение, что грузовик завалится на бок, когда водитель пытался забраться на свое место. Лобовое стекло в GMC было настолько низким, что порой казалось, что ты управляешь автобусом, а не 18-колесным автопоездом. В International производили крепкие, надежные грузовики. Вот так, крепкие и надежные. Именно благодаря этим качествам International Harvester Trendstar остается легендой на американских дорогах и по сей день.